Приложение в наличии, функций много, но работает оно все так же коряво, как и раньше. Пластик для ценника очень хорош. Анимация бывает, но также работает не у всех и через раз. Микрофоны в принципе неплохие. Подключение у левого и правого наушника независимое. Bluetooth свежей версии 5.1. Вызов голосового ассистента, изменение громкости и зарядка бокса через Type-C. Да даже сенсоры приближения за эти деньги есть. В общем, все по фэншую. Стало лучше, чем в Т9 и Т8, а цена не изменилась. Все тот же супер эконом. Сейчас расскажу. Tube 725, всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 ми-бендов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Стримы сохраняю, еженедельно провожу стримы с ответами на вопросы. А сегодня я расскажу вам о новых беспроводных наушниках Xiaomi QCY M18. Продажи этих прелестей, так же как и обычно бывает с дешевыми и интересными гаджетами от Xiaomi, стартовали на краудфандинговой платформе Youpin. И как вы можете заметить, довольно успешно. Продукт же выпущен. Упаковка максимально аскетична, но в то же время безопасна и информативна. В комплекте инструкция на абсолютно родном Google Translate английском языке. Китайский тоже присутствует, вдруг вы его знаете. Наушники, кабель для зарядки форм-фактора Type-C и, разумеется, бокс для зарядки. Запахов по минимуму, положительных эмоций по максимуму. Я очень уважаю, когда QCY продает наушники в матовых боксах, а этот еще и белого цвета. Тактильно приятный и удобный. Бокс. Размеры вы сейчас видите. Емкость 380 мАч. Есть одинокий диод, по которому можно определить степень заряда бокса и увидеть процесс сброса или сопряжения. Заряд бокса, кстати, можно также увидеть в программе, притом без проблем. Люфт у крышки минимальный, крепление пластиковое, габариты средние. На дне стоит устойчиво, швы видны. Уверен, что пластик довольно быстро будет засаливаться, если не поместить бокс в чехол или мешок для переноски, что вряд ли кто-то будет делать. Но эстетические планы — это всегда не про лоу-кост. После первого сопряжения наушники подключаются к ранее сопряженному девайсу сразу после открытия бокса. На 3 перезарядки наушников бокса хватает. Программа скачивается просто по QR-коду. Работает коряво. Плюсы то, что через нее можно увидеть заряд батареи и наушников. Плюс можно настроить там эквалайзер, включить обнаружение ушей, чтобы они у вас запищали там, где вы их оставили вне бокса. Иногда даже анимация на телефоне будет работать, но редко. Разумеется, можно переназначать тапы, отключать сенсор приближения, как я и говорил, играться с эквалайзером, что поможет, но не сильно. Помним, что это бюджетные вкладыши. Сенсоры ложные нажатия ловят, но редко. Функции в программе плей-пауза, переключение трека назад, переключение трека вперед, голосовой ассистент, управление громкостью, ответ на звонок и сброс звонка. Прошивку можно обновлять из программы. Поиск наушников, включением писка, вещь крайне удобная. Понятно, что я не второй раз вспоминаю, но запомните, когда вы будете их терять, искать этой штукой будет намного проще. Наушники. Такое вот продолжение QCY T8, если не сказать реплика. Габариты стандартные, удобные. Поверхность глянцевая. Кольцо всевластия на ножке лично меня слегка раздражает. Емкость батареи по 35 мАч в каждом наушнике. Через сенсоры можно сбросить наушники к заводским настройкам. В принципе, как и через кнопку на боксе. Есть скромная защита от влаги IPX4. Автономность довольно средненькая, всего 4 часа на 50% громкости. И то при подключении по кодеку AAC. В каждом наушнике в ножке по одному скромному диоду. При работе эти диоды не мигают. Наушники подключаются к телефону независимо. По мне довольно быстро переключаются, левый или правый, если вы убираете тот или другой в бокс. Сенсоры приближения работают адекватно. Вес и размер минимален. В шапке носить удобно, через шапку сенсоры не работают. Bluetooth версии 5.1, но легкие фризы в людных местах наушники все равно подхватывают, но при этом не отваливаются. Через одну стену ловят. Кодеки AAC и SBC. На что именно они подключатся, зависит от девайса. Задержки в YouTube мной замечено не было. В играх все в рамках разумного. Вот вам пример задержки.
Микрофоны про мертвых либо ничего не говорят, либо говорят только правду. Для данного форм-фактора и бюджета микрофоны терпимые, но мое мнение не особо и важно. Я всегда вставляю пример работы микрофона в помещении и на улице, и вы решаете для себя сами. Вот вам пример их работы. Пример работы микрофонов беспроводных наушников QCY M19 в помещении. Что я могу о них сказать? Что в помещении они работают более-менее. Когда я общался по ним с собеседниками в местах, в которых не очень хорошо ловят связь, наушники довольно печально фонили. А еще они печально фонили рядом с генераторами. Что, в принципе, не удивительно, но, с другой стороны, недостатков у них хватает. Хотя микрофоны их лучшими не назвать, еще и вспоминая их цену, считаю, что, в принципе, они неплохие для микрофонов. В помещении, как вы слышите сейчас, все работает всегда нормально. Громко работает компьютер рядом, громко работает стиральная машина. Возможно, вы ее даже не слышите, потому что сейчас у нее нет отжима. И все решать вам, но это не наушники для того, чтобы в них разговаривать на улице. Сейчас вы услышите пример работы данных микрофонов на улице. Пример работы микрофонов Xiaomi Yupin QCY M18 на улице. Довольно сильный ветер мне в лицо, иду рядом с дорогой. Слышно, как проезжают машины. Сейчас встану рядом с дорогой близко, чтобы вы могли оценить, насколько микрофоны хороши. Говорю тихо. Пример работы микрофонов Xiaomi QCY Yupin M18 рядом с дорогой. Стою на расстоянии 2 метров. На дороге слякоть, мимо проехала Lada и Mitsubishi. Сейчас еще проехала Renault. Вот так примерно вас будут слышать собеседники, если вы будете немного повышать голос, находясь в не самых лучших условиях, потому что еще и ветер периодически задувает, и еще одна Lada. Хотя, с другой стороны, ждать от наушников, прайс у которых в районе $25, чего-то феерично-фантасмагоричного от микрофонов, ну, как минимум, глупо. В принципе, разговаривать можно, радости от разговоров на улице нет. Звучание. 13-миллиметровые драйверы. Не ужасное, но довольно посредственное. Бас глухой, что неудивительно, но после вторых Sennheiser'ов я еще не отошел. Если кто не понял из моего обзора, у них местами звук лучше, чем у Sony тысячных и однозначно объемнее. Обзор по ссылке в правом верхнем углу был недавно, кстати. У M18 по мне присутствует шум на максимальной громкости, что редко, который в принципе здесь даже на 80% достаточно. А вот на сотке будут шипеть. Высокие частоты воспроизводит хорошо для вкладышей, но если вы уже слушали Vivo TVS или Oppo Enco Free, это дело вы слушать однозначно не сможете. К хорошему привыкаешь быстро. Но если это ваши первые ТВС, и вы знаете, что у бюджетных вкладышей проблема с выводом басов, они вас не разочаруют. Вообще проблема с выводом басов у всех вкладышей, просто некоторые это каким-то образом компенсируют. В дешевых наушниках, к сожалению, это не встречается. Минусы: посредственное звучание, золотой ободок, отсутствие инноваций, то, что у бокса нет беспроводной зарядки, нет функции мультипоинта у наушников и отсутствует идеальный микрофон за эту цену, в принципе, неудивительно вообще. Цена по ссылке в описании к видео в районе $23 с бесплатной доставкой. С промокодом выйдет около 19. Сейл будет на днях, промокоды скину в мой телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую. Продукт не революционный, но очень качественный. За этот ценник подобное найти сложно, если не сказать невозможно. Кроме тех же QCY с моделями T7, T8, может быть как-то Tronsmart еще туда затесался, может быть Soundpizza, но они подороже. В общем, вы и так все знаете, можете посмотреть на канале. Советую обратить внимание, что на канале уже 28 топов в плейлисте с топами. И половина из них о беспроводных наушниках, включая, наверное, стримов 10. Я разжевываю, что к чему и как покупать. И на каждые наушники из топов есть свой обзор на канале, а под ними комментарии пользователей, что мега полезно. Во всяком случае, это лично мое мнение. Если что-то выбираешь, лучше в этом разобраться. Если запутаетесь, в описании ссылка на мой телеграм-канал взаимопомощи, там уже 4500 человек, у всех есть мозг и все готовы помочь. Мата и хамства на канале нет, подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.